Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем цветок «Утреннее сияние». Символика этого цветка такова. Он относится к роду вьюнковых. Венок, а также другие вьющиеся растения ассоциируются у азиатов с прочной связью любящих людей. Это аллегория любви и женитьбы. Начинаю рисовать композицию цветов утренней славы, утреннего сияния, Morning Glory. Нарисую разные цветы, разного цвета. О цветах этого цветка мы поговорим позже. Итак, набираю ярко-красный и рисую так. Сначала прижимаю кончик, а потом, ведя кисточку в бок и дугой, прижимаю ее до самой пяточки. Нижнюю часть цветка просто отпечатками кисти и завернутый цветок отпечатками от кончика до самой пяточки, просто прижимая кисть одну за другим. Похоже на серпантин. Этот цветок можно рисовать по-разному. Можно просто прорисовывать лепестки, ставя кончик и проводя вверх и вниз, каждый из лепестков. Этот цветок выглядит как труба, но все же у него есть 5 лепестков. Вы это явно увидите, когда мы будем рисовать их прожилки. Следующий цвет я взяла ярко-синий. То же самое я делаю, только теперь видно цветок в другом ракурсе. Верхние лепестки я прорисовала, прижимая самый кончик и проводя дугу, а нижнюю часть просто прижав кончик и проведя дугообразную линию. Нижняя часть цветка, сама трубочка, прежними движениями, прежними мазками, ставя кончик и проводя линию. Этот цветок видно нам в таком ракурсе, поэтому я просто поставила кончик, потом прижала кисть наполовину и потащила этот отпечаток в нужном мне направлении. Боковые лепестки я сделала ребром кисти, ставя кисть ребром. А этот цветок, поставив отпечатки кисти от кончика до пяточки, когда кисть уже подсохла, я размазала краску сухим кончиком кисти немного в середину цветка. Этот цветок кажется воздушным и даже прозрачным, поэтому серединка у него остается белая. Так и есть на самом деле. Теперь желтый цвет. Повторяю все те же самые движения. В зависимости от ракурса. Постоянно меняем цвет и ракурс. Не забываем про свернутые, еще не распустившиеся цветочки, бутоны. Эти цветы бывают разных цветов. Можно было взять розовый и голубой, но чтобы вам лучше было видно, я взяла яркие цвета. Желтый, красный, синий и мой любимый вариант этого цветка – это сиреневый. Мы рассмотрели несколько способов, как можно рисовать эти цветы. В каждой стране – Китае, Корее, Японии – этот цветок изображают своим способом. Мы рассмотрели каждый из них. Теперь прожилки, когда мы сможем явно увидеть, что все-таки у этого цветка 5 лепестков. Набрав более темный оттенок от того цвета, которым нарисован цветок, в данном случае бордовый, я провожу кончиком кисти 5 линий. Все они тянутся к центру. Как я уже говорила, этот цветок похож на трубу. И, соответственно, он имеет свернутую вовнутрь структуру. Поэтому все мои линии, которые я провожу, они загнуты вовнутрь, как дуги, и стремятся к центру. Если вы посмотрите на этот цветок в жизни, то вы увидите, что так именно оно и есть. И на тех цветах, которые нам видно боком, я просто подчеркнула тем же цветом, который относится к нему, но более темный по тону, от основного, от того, как нарисован цветок, несколько линий. Те цветы, которые желтые, там я взяла оранжевый, а на синих и сиреневых
темно-фиолетовый, как это и есть в реальности. И не забываем про свернутые бутончики. Там я просто провела несколько линий кончиком кисти по тому месту, где кажется, что они свернуты. А теперь то, на чем держится цветок. Как я говорила, он имеет легкую структуру, и в некоторых местах он абсолютно белый, и когда свет падает через цветок, он кажется прозрачным. Поэтому не будем этого терять. Я взяла зеленый, оттенок зеленого, и кончиком кисти я провожу 3 линии в середине и 2 по бокам, как бы очерчивая контур цветка и ведя их в точку. Когда я делаю этот мазок, я сначала кончик кисти фиксирую точкой и потом веду от точки до точки, точно так же и 2 боковые линии. Зафиксировав их около цветка точкой, я провожу их к той точке, которую уже наметила серединной линией. Так я делаю со всеми цветами и свернутыми бутонами в том числе. Так, все наши цветы подчеркнуты, имеют основу. Теперь тычинки. Есть несколько вариантов. Либо просто поставить в середине одну черную точку кончиком кисти, что я и делаю, или поставить несколько точек от 3 до 5 на ваш вкус. Можно изображать и так, и так. Поскольку этот цветок вьющийся, ему нужна основа, вокруг чего виться, поэтому мы нарисуем ему ветку сухого дерева, об которую все эти цветы имеют возможность виться. Каким движением? Набрав коричневый цвет, поставив кисточку от кончика до пяточки, я иду движением вверх и вниз, вверх и немного назад, вверх и немного назад, толкающие движения. Как, собственно говоря, и растет дерево. По такому принципу мы совершаем мазок. Соответственно, к концу, к самой верхушке, этот мазок должен утончаться. Соответственно, в середине мы переходим только от кончика до середины кисти, и на самом верху мы уже работаем самым кончиком. Сделаем несколько ответвлений, чтобы наша палка тоже была достаточно интересной. Тем же самым мазком, тем же самым движением. Ну а теперь нам нужно нарисовать стебельки этого самого вьюнка. Они извиваются, но достаточно упруго. Есть основная линия, основной стебель у этого цветка, на который, собственно говоря, и прикрепляются все остальные. Поэтому, наметив какую-то основную линию зигзагом, таким серпантином, обвив ее вокруг стола, мы ведем от каждого цветка линию к этой самой основной линии. То есть я фиксирую кисть, кончик ее ставя точку около основания цветка и потом веду той основной линии, тому основному стеблю, который мы наметили. Далее мы будем рисовать листву, поэтому некоторые из них потеряются. Так что какие-то можно вести и не к основной линии, а просто в сторону той ветки, которую мы нарисовали. Также у вьюнковых растений есть такие своеобразные стручки, которые они пускают. Их мы тоже отобразим самым кончиком кисти зеленым цветом. Мы рисуем упругую линию, которая как будто бы выпрыгивает со стороны цветов, и на самом кончике небольшой зигзаг, который уплотняется, и небольшая точка. Сделаем несколько таких проростков, чтобы было интересно глазу и смотрящему. И я
думаю, что нужен какой-то акцент нашей композиции. Один стручок мы проведем в самый-самый верх и красиво его загнем. И я думаю, что нужен еще один. Итак, думаю, что стручков нам достаточно, которые я так условно называю стручками. И теперь листья. Есть несколько вариантов изображения листьев. Мы сейчас рисуем тот вариант, который ближе к натуральному. Как я это делаю? Я ставлю кисть, набрав зеленый цвет, целиком от кончика до пяточки. И сначала делаю движение в сторону, потом вниз и загибая немного и приводя к какому-то концу, а затем с другой стороны примыкаю тем же самым движением, но в зеркальном его отражении вторую часть. Посмотрите внимательно, и вы поймете структуру этого мазка. Итак, прижимаем кисть в бок и дугообразно вниз, и с другой стороны зеркально то же самое. В бок, но только уже вправо, вниз, дугообразно и ведя в конечную точку и, соответственно, приподнимая и отрывая кисть. Мы заполняем пустоты. Мы выбираем глазом те места, которые будет более лучше заполнить. То пространство, которое будет лучше заполнить. У этого цветка достаточно много листвы. Когда он растет вверх, то она не так сосредоточена. Если же это растение распространяется после того, как оно выросло вверх уже в сторону, то все заполнено листвой, и цветы как будто бы просто видно из нее. Но мы нарисовали очень красивые стручки и завитки, стебли цветов с завитками, и мы не будем их сильно закрывать. Теперь прожилки. Самым кончиком кисти более темным зеленым. Всего несколько. 2 боковые и 1 центральная. Вы можете и не проводить прожилки, как я говорила. Нам листья нужны, чтобы подчеркнуть цветок. Они у нас идут как цветовые пятна, и мы можем их вывести детализацией, а можем этого и не делать. И второй вариант листа. Если вы посмотрите на этот цветок в жизни, то увидите, что у него бывают и такие листья, и такие. Поверх этих я решила прорисовать и второй вариант. Самым кончиком кисти, более темно-зеленым цветом, я обвожу уже имеющиеся у нас листья и показываю второй возможный вариант. Когда листок похож на сердечко, тогда мы рисуем как бы сердечко, проводя центральную линию и боковые линии, которые, когда опускаются к низу, все более и более загибаются вниз. Так я проделаю со всеми листьями. Вы видите, что я также захватываю пустое пространство. Нам не обязательно детально соблюдать форму. Детализация делает нашу композицию более изящной, но это уже ваш выбор, прибегать к ней или оставить все более абстрактным. Когда мы рисуем, не нужно все прорисовывать, нужно оставить в своей картине какую-то загадку, чтобы человеку было над чем подумать, когда он на нее смотрит. И я решила немножко подчеркнуть наши стручки самым кончиком кисти темно-зеленым, проведя несколько зигзаговых линий. И наша работа подходит к концу. Не забывайте, что о работе можно судить, когда она окончательно высохла. Также можно нанести каллиграфию, поставить печать или подпись. Благодарю за просмотр.